Вы на канале «Это вкусно». Сегодня готовим вкусный и сытный куриный суп с чесночными рулетиками. Суп получается с ароматным, насыщенным вкусом и уверена, что ваша семья его полюбит. Итак, мне понадобится 400 грамм курицы, 1 луковица, 1 черешок сельдерея, 1 морковь, 2 картошки, петрушка, укроп и соль. Сначала варим бульон, а затем приготовим рулетики. Я всегда для варки бульона использую веточки укропа и петрушки. Зелень отрываю и кладу уже в готовый суп, а для аромата в бульон кладу черешки. Обматываю их ниткой, чтобы потом не вылавливать их в кастрюле по одному. Когда есть корень петрушки, то добавляю его. Также обязательно кладу черешок сельдерея, можно взять и корень. Если вы никогда не готовили куриный бульон с сельдереем, то я очень советую попробовать. Бульон получается очень ароматным. Для бульона я беру домашнюю курицу. Можете использовать любую часть, но мне нравится именно окорочка, там много мяса. Заливаю 2,5 литра воды и ставлю на плиту. Довожу бульон до кипения, снимаю пенку, которая собирается. Когда всю пену собрали, я накрываю кастрюлю крышкой так, чтобы остался маленький зазор, и выставляю небольшую мощность плиты. У меня это 3 из 9. На такой мощности бульон медленно булькает, а не бурлит, и получается прозрачным. Варю бульон до полуготовности мяса примерно минут 30, после чего добавляю соль. И дальше варю до готовности мяса. Если вы любите ароматные супы, то у меня на канале есть рецепт знаменитого грузинского супа харчо. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Теперь можно заняться рулетиками. Для них мне понадобится 1 яйцо, 90-100 граммов муки, 50 граммов сливочного масла, 2-3 зубчика чеснока, петрушка, укроп и 1/3 чайной ложки соли. К муке добавляю соль и взбиваю яйцо. Начинаю замешивать тесто. Тесто получается достаточно крутым. Можно сразу положить не всю муку, а потом добавлять по мере замешивания теста. Но чтобы рулетики держали форму и не расползлись, лучше замешивать плотное тесто. Оставляю его в тарелке, накрыв пленкой минут на 15-20. Подготовлю остальные овощи. Морковь натираю на крупной терке. Я не буду делать зажарку, так как, во-первых, это немного меняет вкус супа, а во-вторых, в рулетиках и так будет достаточно масла. Картошку я нарезаю небольшой соломкой. Но это не принципиально, нарезайте так, как вы обычно это делаете. Если вы решили не добавлять картошку в суп, то тогда сделайте двойную порцию теста для рулетиков. Теперь нарежу зелень. Она пойдет для прослойки рулетика вместе с чесноком. Нарезайте ее как можно мельче. В растопленное сливочное масло выдавливаю чеснок, затем добавляю зелень и все перемешиваю. Тесто отлежалось. Раскатываю его в узкий длинный пласт, чтобы рулетики не получились сильно толстые. Тесто нужно раскатать очень тонко, где-то около 1 мм. У меня сквозь тесто просвечивается разметка на коврике. Выкладываю чесночную начинку на тесто и при помощи кисточки распределяю. Край оставляю не смазанный, чтобы рулет хорошо слепился.
Начинку не жалейте, часть ее при варке вытечет. Начинаю скручивать рулет. Делать это нужно плотно, чтобы слои как можно плотнее прилегали друг к другу. Готово. Чтобы закрепить край, смазываю его кисточкой, смоченной в воде. И немного защипываю край. Вот теперь точно ничего не развернется. Подкатываю рулетик. Нарезаю на кусочки толщиной 5-7 мм. Вот такие рулетики получились. Бульон тем временем готов, мясо сварилось. Видно, что оно мягкое, легко прокалывается вилкой и отошло от кости. Достаю его из кастрюли и нарежу кусочками. Зелень и лук тоже достаю, они свою роль выполнили. В бульон отправляю морковь и картошку. Проварю минут 5-7, можно 10, если ваш картофель долго варится. За это время нарежу небольшими кусочками курицу. Рулетики варятся 7-10 минут, поэтому можно добавлять их в суп. Курицу также закладываю назад в кастрюлю. Рулетики начинают всплывать. Накрываю кастрюлю крышкой так, чтобы оставалась щель. Варю при медленном кипении до готовности рулетиков. Пришло время пробовать. Тесто готово. То, что нужно. Рулетики не развалились и не потеряли форму. По соли тоже достаточно. Суп готов. Аромат просто обалденный. Сразу разливаю по тарелкам. И можно пробовать. Уже в тарелке посыпаю суп мелко нарубленной зеленью и хлопьями перца чили, но это, конечно же, по желанию. Вот такой вкусный супчик получился. Самые вкусные рецепты супов и борщей смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!